Уважаемые соотечественники, приближается конец года, и я считаю необходимым дать краткий отчет о работе моей организации Департамента национальной безопасности в составе Объединенного переходного кабинета, а также кратко ответить на некоторые вопросы, которые наиболее часто приходят ко мне. Итак, каковы основные результаты нашей работы? Во-первых, нам удалось практически с нуля создать рабочую структуру Департамента национальной безопасности. Мы привлекли в команду ряд отличных специалистов из Вооруженных сил Беларуси, а также профессионалов в сфере современных технологий. Во-вторых, нам удалось установить конструктивное сотрудничество с руководством Вооруженных сил Украины, результатом чего стало создание новой белорусской воинской части. Данная часть должна решить главную проблему – снизить боевые потери за счет оснащения самыми современными средствами разведки и огневого поражения, возможности вести вооруженную борьбу на высоком качественном уровне, решая задачи не ценой жизни людей, а наличием серьезного технологического превосходства над противником. В-третьих, мы запустили проект «Посполитое рушение» на территории Польши. Это военно-патриотическое движение белорусов, выполняющее целый комплекс задач. В первую очередь, объединение и сплочение белорусских диаспор, возрождение национального духа, изучение настоящей истории нашей нации, украденной российскими оккупантами, возрождение национальной культуры и обычаев. В-четвертых, в сотрудничестве с представителем по транзиту власти ведется работа над проектом люстрации, позволяющей без излишней радикализации четко отделить порядочных сотрудников в силовых структурах и органах государственного управления от людей, совершивших и продолжающих совершать преступления против своего народа. Мы уверены, что в этих структурах есть очень много хороших специалистов, людей, не запятнавших свою честь. Конечно же, они нужны будущей свободной Беларуси. В-пятых, нами подготовлены санкционные предложения, направленные против сотрудничества военно-промышленных комплексов России и Беларуси для осуществления агрессии против Украины. В завершение я хотел бы подчеркнуть, что в настоящий момент работа департамента практически на 100% финансируется за счет поддержки белорусских патриотов. Вопрос финансирования является, по сути, главным сдерживающим фактором на пути дальнейшего развития нашей структуры. И теперь хочу перейти к наиболее часто задаваемым вопросам. Итак, первое. Каковы причины моего участия в демократическом движении? Я считаю, что в 2020 году в нашей стране были нарушены все базовые принципы и права народовластия. Вернуть их белорусскому народу – важнейшая задача, миссия, выполнить которую моральный долг каждого белоруса, в том числе и моя, особенно с учетом моего профессионального и жизненного опыта и данной присяги. Я и вся моя команда служим исключительно Беларуси, не личностям и не частным интересам. Второе. Каких целей я добиваюсь? Я ставлю перед собой следующие цели. Первое. Помочь украинскому народу спасти мир от агрессии кровавого российского оккупанта. При этом максимально сберечь жизни белорусских патриотов, сражающихся в составе Вооруженных сил Украины. Второе. Деоккупировать Беларусь, сделав невозможным присутствие иностранных войск на ее территории. Третье. Обеспечить демократические преобразования в Беларуси, лишив оккупационную администрацию монополии на применение силы. Уверен, что трусливые прислужники оккупантов, способные только на то, чтобы толпой избивать мирных студентов, девушек и стариков, просто выражающих свою гражданскую позицию в рамках Конституции, мгновенно подожмут хвосты, как только почувствуют, что могут быть призваны к ответу. Я рассчитываю, что мы сможем решить вопрос вообще без противостояния. Условия для этого вполне могут сложиться в обозримом будущем. И сама оккупационная администрация может начать искать варианты переговоров, как это сейчас делают кремлевские авантюристы. Именно поэтому я предложил диалог генералу Вольфовичу. Я уверен, что смогу в прямом эфире
ответить на все вопросы офицеров Вооруженных сил Беларуси и начать искать компромиссы, чтобы не ввергнуть страну в пучину войны и сохранить шансы на нормальное будущее. Надеюсь, что здравый смысл возобладает, так как знаю Вольфовича и многих других белорусских генералов как совершенно неглупых людей, способных думать не только о себе. Третье. Что я делаю в Украине? Именно на Украину направлена сейчас агрессия со стороны России. И как это ни печально, с территории Беларуси. Белорусские добровольцы прилагают все усилия для того, чтобы избежать повторной совместной агрессии российских и белорусских войск с территории нашей Родины. Моя задача – помочь в этом всеми возможными средствами. Помочь удержать Беларусь от катастрофы. Четвертое. Каково мое отношение к России? Россия – это страна-агрессор, которая угрожает как Украине, так и Беларуси. Причем далеко не в первый раз. Наша задача состоит в том, чтобы этот раз стал последним. Пока Беларусь не высвободится из имперских сетей восточного соседа, в которые столетия назад попала наша Родина, нам не обрести ни истинной свободы, ни независимости. Это будет сложный, болезненный процесс, потому что Россия приложит все усилия, чтобы начать новый имперский проект, именно с попытки аннексии Беларуси, раз уж не получается с Украиной. Однако нам нужно стиснуть зубы и пройти этот путь до конца, потому что иных вариантов сохраниться как нации у нас нет. И я приложу все усилия для того, чтобы у нас это получилось. Пятое. Как я воспринимаю разрозненность белорусского демократического движения? Я воспринимаю это с большим сожалением. Мы все имеем право быть разными, имеем право иметь различные мировоззрения, но нас должна объединять общая цель. Мы обязаны отодвинуть на второй план личные амбиции, простить друг другу недостатки. Идеальных людей на свете не бывает. Если мы сможем консолидироваться, мы существенно приблизим победу. Думаю, наши товарищи, сидящие в тюрьмах в Беларуси, скажут нам за это большое спасибо. Я лично обещаю, что всегда буду прилагать к этому все усилия. Понимаю, что этим выступлением ответил только на часть насущных вопросов, которых в нашем демократическом движении накопилось очень много. Я планирую продолжать обозначать свою позицию по всем важным темам. Я поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Я желаю всем мира и безопасности. Я верю, что белорусскому народу хватит ума, выдержки, пройти все испытания с честью и стать достойным членом Европейского дома. Живи Беларусь!